Открыв для себя в конце 70-х специфический американский рынок, компания Yamaha стала увеличивать объем и мощность своей серии эндуро-мотоциклов DT. Сначала DT250 вырос в DT360, а затем в 1975 году появился флагман линейки Yamaha DT400, который в итоге стал чрезвычайно интересным мотоциклом не только для Америки, но и для других рынков. Даже сейчас, спустя много лет, этот мотоцикл остается желанным для многих любителей универсальных байков. Ведь DT400 разрабатывался как для езды по серьезному бездорожью, так и для скоростной езды по асфальту. В общем, у компании получился настоящий серьезный скрэмблер. Мотоцикл оснащался неубиваемым двухтактным одноцилиндровым агрегатом с воздушным охлаждением, которое подчеркивала головка цилиндра с интересным оребрением. Его рабочий объем составлял 397 кубических сантиметров. Он выдавал 23 лошадиные силы максимальной мощности и 27,5 ньютон-метров крутящего момента. Двигатель, естественно, имел раздельную смазку автолюб, которая регулировала подачу масла в зависимости от нагруженности двигателя, чем продлевала срок службы силовой установки. Бачок вмещал 1,6 литра масла, и его хватало примерно на 2 с лишним 9-литровых бензобака. Мотоцикл был очень резвым, если держать обороты двигателя постоянно около 5000. На прямом участке DT400 легко развивал максимальную скорость в 140 с лишним км в час. За питание отвечал 28-мм карбюратор Mikuni, правда только до 1977 года, после чего его заменили на 32-мм. Поначалу подвеска состояла из телескопической вилки, которая использовала прогрессивную пружинящую систему с 3 ступенями, а сзади устанавливались 2 амортизатора с выносными резервуарами, так называемыми маслоохладителями, которые предотвращали перегрев независимо от того, как долго и по какому рельефу едет райдер. В 1977 году они были заменены на моноамортизатор. Мотоцикл имел мокрое многодисковое сцепление и 5-скоростную коробку передач. Снаряженная масса, включая полный 9-литровый топливный бак, составляла 135 кг. Трубчатая дуплексная рама DT400 имела более низкий центр тяжести для лучшей управляемости. Тормозная система представлена 2 барабанами, что неудивительно для этого класса в те года. Также на этом мотоцикле очень интересная выхлопная система, которая выходит от двигателя на правую сторону, а затем поднимается под сиденье и выходит уже слева под самое заднее крыло, тем самым исключая всякую возможность повредить ее при любых падениях.
После запуска модели в производство компания Yamaha ожидала продавать DT400 тысячами по цене в $1370. Однако год спустя из-за меньшего спроса модели 1976 года поступили в продажу уже за $950. И виной всему оказались новые экологические нормы. Эра двухтактных двигателей подходила к концу, и Yamaha знала об этом. Поэтому в 1976 году компания уже представила четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 500 кубических сантиметров в версиях XT и TT. А DT400 производился и продавался до 1979 года, после чего был окончательно снят с конвейера.